Дорогие мои друзья, я сегодня не буду рассказывать вам о портале женских божественных энергий. Скажу лишь вскользь, что там есть всевозможные сути, которые помогают каждой по своим функциям. Но на любую проблему, вопрос можно подыскать помощь, ответ, поэтому имейте это в виду. А сейчас я хочу сказать о информационных каналах, что очень важно для тех людей, которые уже достигли высокого уровня в методе, которые хотят считывать информацию, для тех людей, которые хотят быть ясновидящими, развивать экстрасенсорные, с развитыми экстрасенсорными уже способностями, и которые хотят двигаться дальше. Тут я могу представить информационный канал, который не требует длительной наработки, буквально 5-7 дней, по 20 минут сонастройка идет, наработка, и дает высшую информацию, то есть на любой вопрос можно получить ответ. Ну, как я сказала, что люди должны быть экстрасенсорно уже продвинутыми, то есть быть способными ясно видеть, ясно слышать, понимать. Ну, для того, чтобы достичь этого уровня, там есть тоже свои правила и возможности, которые я обучаю уже в процессе постижения. Этот канал легкий и быстрый, как светлая труба энергии. Не любит никаких усложнений, но принимает адептов только достойных высокого уровня развития. Это диагностика без рамки, ответы на вопросы, точная информация о заболеваниях, какие из них кармические, какие приобретенные по жизни, как сработать с людьми, как работать с органами, которые из них нуждаются в подпитке, а также ясновидение ситуации и магических проблем. В голову адепта будут приходить нужные мысли под этой частотой, ему не нужно беспокоиться, ему нужно только то, что в голову приходит, озвучивать. Потому что энергия настолько сильна, что там от себя тяной быть не может. То есть вот такой вот потрясающий канал. Посвящение в него, как я сказала, что можно только давать людям уже продвинутым. Ну, кому-то достаточно частот чистки, восстановления, защиты. На эту тему я написала целую книгу «Сам себе целитель», где главная путеводная нить, пронизывающая это повествование, заключена в том, что простому человеку достаточно вот 3 частот, чтобы ни от кого не зависеть, не ходить ни по целителям, ни о чем особо не беспокоиться, и помогать еще своим близким. Вот. Теперь хочу рассказать еще одной сути, которая дает возможность сделать кармическую диагностику заинтересованным лицам. Для этой сути открыты вообще все миры и все знания. Может заглянуть в судьбу человека, но это для нее слабо. Но в то же время при наличии просьбы, конечно, делает. Ищет цепочки, следствия, к чему приводит то или иное событие. Ну, до этого уровня, конечно, нужно дорасти. Это высокий уровень, не из нашего мира. Вот эта суть говорит о том, что адепты, желающие стать диагностами кармы, должны учиться правильно взаимодействовать с людьми, иметь мужество называть вещи своими именами, быть смелыми и твердыми духом. Они должны жить свою негативную карму или идти по пути ее исчерпания, знать законы мироздания и жить по ним. Причина и следствие – закон кармы. И даже продвинутые люди должны постоянно работать над собой, не останавливаться на достигнутом, понимать свое место в системе координат космоса, служить высшим силам, становиться человеком высокого сознания, понимать окружающую дуальную реальность, иметь бесконечную преданность высшим силам
и изживать свои страхи. Но в земном мире эта суть говорит, что предрассудки и стереотипы давлеют над людьми. Но при всем при этом высшие сути дают своим преданным адептам неуязвимость и силу. То есть это чистота для избранных. Это те люди, которые посвящают свою жизнь служению. Приходит клиент, например, к такому адепту и хочет выяснить, почему у него жизнь не ладится. И этот человек, настраиваясь на чистоту этой сути, может выяснить все причины и следствия, рассказать ему, что ему нужно поправить. Разве это не благо? И более того, высшие сути могут дать и аванс в виде послабления, если человек пришел с чистым намерением, действительно хочет поменять что-то в жизни к лучшему. Следующая суть – это чистота предсказателей. Это суровая, грозная суть. Тоже, конечно, может помочь в диагностике кармы, но и принимает только крепких духом адептов. Дают информацию, кто кем был в прежних воплощениях, что было прежде в прежних воплощениях, что привело к тому или иному событию. Тоже советуют, конечно, адептам своим обретать твердость и устойчивость. Говорит, что мягкость будет вредить делу и мешать передаче информации. И при всем при этом, даже такого высокого уровня адептам, предсказателям, способности их можно повышать и развивать. Как эта суть говорит, что чем более духовно крепок человек, тем больше развиваются его экстрасенсорные способности, которые относятся к дарам Святого Духа. Это космическая суть высокого потенциала и возможностей. Может поднять человека на любом плане, включая духовный и материальный. Но при всем при этом говорит, что каждому человеку свое. То есть у каждого своя карма, свое предназначение. Одному человеку ничего не даст, другому крупицу, а третьему много всего. А кого-то может и прочь отбросить. Например, придет какой-то обыватель, будет просить посвящения в такой канал, но его просто не примут. Он по своей энергетике недостоин этого. И, собственно, и обижаться тут нечего. Низкий уровень можно сделать высоким. Но нужно заслужить внимание таких великих сутей. Если недостоин благ, а просит их, это его проблемы. Значит, надо подтягиваться. И эта суть еще, она такая за справедливость. Может дать кровь своему адепту, защитить его, отбить от него мрак. То есть еще, кроме всего, своего человека защищает и сохраняет для того, чтобы он мог заниматься такого рода служением. Хочу еще рассказать об одной сути. Это даже сложно, наверное, для понимания. Это суть с запредельными возможностями. Дает адепту видеть такой своеобразный монитор. Это чтобы представить, что это что за экран. Это представьте себе божественная суть, которая протягивает руку, и адепт смотрит в эту руку и видит все, что ему хочется знать. Показывает правду. Может показать, где находится тот или иной предмет, кто ему вредит, кто помогает. В общем, отвечает на любой вопрос. Это тоже служитель высшего иерарха космоса. И поэтому до внимания такой сути еще надо как-то доразвиваться, дойти, быть достойным. Но в то же время нужно иметь в виду, что есть такие возможности, чтобы это как-то маячило впереди в пути.
что развиваться можно до бесконечности. Можно начинать с малого и двигаться дальше и дальше по восходящей. Также есть высший космический информационный портал, о котором я много не буду говорить. Значит, еще ряд сутей такого уровня высокого, которые могут давать информацию вселенского масштаба и о культуре, и о цивилизациях. Мелкие вопросы не освещают, говорят, что нужно обращаться к сутям, соответственно, пониже, там в своей божественной системе искать. Вот. То есть в этом плане есть все, что угодно. Все зависит от самого человека, что он готов принять. А возможностей для каждого хватит. Вот. Это очень путь интересный, но опять же для тех людей, стремящихся, которые хотят развивать свой духовный план, свои возможности, увеличивать, нарабатывать свои способности, делать их высокими и запредельными. Я всегда очень положительно смотрю на это, если человек хочет высокого развития, я всячески готова помогать. Просто каждый человек действует в поле своих возможностей. Есть, например, человек, который занимается целительством, там вот у меня учатся люди, которые хотят быть ясновидящими, диагностами кармы. И, собственно говоря, почему не вырастить и предсказателей? Потому что с такими сутями это достичь можно уровня несопоставимого с прошлой эпохой, с прошлым веком. Это будет просто выглядеть как детский лепет. Желающие, пожалуйста, можете обращаться. Я очень люблю работать с энтузиастами, с такими людьми в знаниях, ненасытными возможностях. И готова предоставлять им зеленую улицу. Пожалуйста, знайте, что это вполне возможно при наличии вашего намерения. Удачи вам! Знайте, что невозможное возможно.